был нанесен огневой удар со стороны ВСУ по территории Старобельского педагогического колледжа и Старобельского факультета филиала Луганского государственного педагогического университета. Для удара было использовано 16 беспилотных летательных аппаратов, которые достигли цели и разорвались на территории данного учебного заведения. На момент удара в общежитии находилось 89 студентов, из которых 21 человек погиб, 45 получили повреждения различной степени тяжести. По общежитию колледжа было нанесено 3 удара с использованием беспилотных летательных аппаратов, что говорит о том, что акция спланированная, целенаправленная, то есть ни о какой случайности, ни о каком там другом виде не может идти речь. Это был целенаправленный, массированный удар по детям, которые находились в этом колледже. Спасательная операция длилась 45 часов. За эти 45 часов 15 раз объявлялась беспилотная опасность. И вот из докладов руководителя муниципалитета демонстративно беспилотники украинской стороны летали над объектом, то ли пугая, то ли. В общем, угроза была реальная, поэтому вынужденно спасательные работы останавливали. А что мы думаем делать дальше с этим учебным заведением? Владимир Ильич, мы должны восстановить его, потому что я абсолютно с вами целиком согласен. Труд учителя – это самый сложный и, на мой взгляд, востребованный труд, который должен быть уважаем и почитаем. Потому что на поле брани, как вы говорите, воюют не солдаты, а воюют учителя и духовники. Это правильно, поэтому наша детвора должна получать хорошие знания, навыки, быть настоящими людьми и воспитывать таких же, как они сами. Вот, если можно, кратенький пример. С одной вот девчонкой разговаривал, которая спаслась. Она рассказала, как под ней проваливался пол, как она упала в самый низ, как она снимала с себя, откапывалась, как она разбирала завал между упавшими плитами, как вышла на свет, звали, как сказали, куда идти. Ну, в общем, я что хочу сказать, что настолько смелый человек. Я ей сказал, говорю, слушайте, я думаю, вы будете жить очень долго и счастливо, и ваш пример, он должен быть примером для всех остальных. Вы настоящий человек, настоящий патриот. И вот таких же патриотов, я думаю, мы должны воспитывать в городе Старобельске в том числе. Поэтому, если мы восстановим, большое спасибо. Мы 37 человекам оказали амбулаторную помощь. Как я уже сказала, 7 человек находятся на лечении и 5 выписаны. Из того количества пострадавших, которые мы фиксировали на сегодняшний день, 70 человек, из которых 21, к сожалению, погибли. И это были молодые люди в возрасте от 18 до 22 лет. В рамках уголовного дела по нему проводят все необходимые для изобличения организаторов и исполнителей массового убийства людей следственные действия. 27 мая текущего года в качестве обвиняемых по делу привлечены командир 114-й отдельной бригады беспилотных сил Украины Птица Мадьяра Клименко, командующий силами беспилотных систем ВСУ Бровди, начальник Главного управления разведки министерства. В процессе расследования мы устанавливаем типы БПЛА, наиболее часто использованные вооруженными силами Украины. Мы установили, что при нанесении ударов по территории России это БПЛА «Лютый», «Бобер», «Чеклун», «Чайка», «Спис», «Барс», «Фламинго». Это БПЛА украинского производства. В то же время мы задокументировали факты применения БПЛА модели «Лорд», Швейцария, «Стикер», Австралия, иных разведывательных БПЛА иностранного производства. На местах их падения и взрывов, где мы проводили следственные действия, изъяты комплектующие стран НАТО, США, Великобритании, Германии, Италии, Чехии, Турции и прибалтийских стран. С 2014 года вооруженные формирования Украины атаковали 2116 учреждений образования, среди которых детские сады, школы,
и колледж. На месте происшествия обнаружено и изъято 7 двигателей БПЛА, фрагменты летательных аппаратов, осколки боеприпасов и поражающие элементы, а также фрагменты антенны Starlink. Установлено, что обнаруженные фрагменты БПЛА украинского производства используются для изготовления таких типов аппаратов, как Firepoint-1, Firepoint-2 и Журавец, способных нести боевую часть массой до 120 кг каждый. Установлено, что запуск БПЛА осуществлен с территории Харьковской области военнослужащими 414-й отдельной бригады ВСУ «Птица Мадьяра» под командованием Клименко. Данная бригада входит в состав сил беспилотных систем ВСУ под командованием Бровди. Наведение осуществлялось Главным управлением разведки Минобороны Украины, которое возглавляется Иващенко. В отношении Клименко, Бровди и Иващенко вынесены постановления о привлечении в качестве обвиняемых. Они объявлены в международный розыск и заочно арестованы. Ну что ж, похоже, что сознательно, именно сознательно совершая тяжелейшие преступления против детей, подростков в педагогическом колледже Старобельский, вот сейчас в Геничинске, киевская верхушка решила открыть новую страницу в череде своих преступлений, придать новое качество конфликту в целом. Ну что ж, это их выбор.